У беларускай эканоміцы упершыню за вельмі доўгі час у студзені выраслі інвестыцыі. Настолькі гэта нечаканы і незразумелы працэс, што аж ад яго становіцца крышачку трывожна. Што ж адбываецца і як гэта ўсё адаб'ецца на нашых з вами гаманцах? Гэта перадача «Чала эканоміка». З вами уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Емкость российского рынка для этих вещей не самая оказалась бездонной. То есть то, что они смогли сделать, они сделали, а дальше, в плане обхода санкций и переориентации на другие рынки. Совершенно верно, да. Не вельми отрымливается. Да. То есть ты вошел, выйти нельзя, перестать работать нельзя, продать нельзя и заработать нельзя. Остальные инвестиции – это те, которые стали по известным причинам менее публичными. Миграция начинает всерьез сказываться уже не на микроуровне, а на макроуровне. Как долго вы можете пожар заливать бензином? Итак, на пачатку традыцыйнай весткі з палёў Белстат абнародаваў дадзеныя аб заробку. Заробак ён апублікаваў у рублях, там адсоткі не паказаў рэальнае, што змянілася. В доларах навскідку можна падлічыць 1685 рублёў, 10-600 долларов. За первый месяц года, за студень. Мы же ждали этого. Тут же интереснее было сравнивать не с декабрем, там 230 рублей минус сразу. С ноябрем прошлого года. Если смотреть по инфляции... нагадай, Крыласка, как у нас сошло? Значит, октябрь был 1630 примерно, 1640-50 был ноябрь. Очевидно, что здесь работает и, и административное давление, потому что зарплаты растут и по отраслям, которые на самом деле выглядят хуже по рентабельности, чем прошлый год. Это в первую очередь розничная торговля. Потому что ценовые ограничения, они на ней уже начинают сказываться довольно ощутимо. И там доходы, на самом деле, работников тоже выросли. И вот рентабельность продаж, которой хвастаются, она действительно сейчас на национальном уровне выросла за прошлый год и действительно довольно неплохо. Так вот, именно в торговле, она была наибольшая в марте, 4,2%. Это, понятно почему, потому что это был период ажиотажного спроса, когда народ на фоне сильных колебаний валютного курса обычно начинает заниматься конвертацией своих белорусских рублей в товары долгосрочного пользования, долгого потребления. Так вот, 4,2. Затем, если смотреть поквартально, третий квартал – это 3,2, четвертый квартал – 1,6. В четвертом квартале 2021 года было 2%. То есть даже по сравнению с 2021 годом падение. Так вот, сейчас интересно смотреть, поскольку, и я тоже уже об этом рассказывал, феномен вот этой L-образной рецессии, он скрывает то, что там есть отрасли, в которых действительно все хорошо, и есть отрасли, в которых все плохо, а в среднем ты получаешь примерно на одном и том же уровне минус по ВВП. Вот если смотреть последние несколько месяцев плюс первый январь, то видно, что они, в общем, болтаются примерно октябрь, ноябрь, декабрь, январь, они примерно на одном и том же уровне. А вот то, что происходит в разрезе регионов, мы же понимаем прекрасно, что Минская область – это главным образом БелАЗ и калийные удобрения. Да, если мы смотрим Гомельскую область, то мы понимаем, что это главным образом нефтепереработка. Если мы смотрим Брестскую область, то мы понимаем, что это главным образом легкая промышленность и пищевая отрасль. Но когда ты видишь рост складских запасов не по Минской области, а, например, по Брестской, 108% от среднемесячного выпуска против 70% с небольшим в прошлом году. Может быть, это свидетельствует о том, что и емкость российского рынка для этих вещей тоже не самая оказалась бездонной. Я бы сюда еще добавил, что, и мы тоже об этом рассказывали, что есть динамика роста белорусского экспорта в страны СНГ, рост экспорта продукции, которая главным образом идет в Россию. Это, конечно, опять же, пищевая промышленность, это нефтепереработка сейчас, потому что ей особо больше некуда идти, и это машиностроение. Так вот, если смотреть по отраслям, то там уже видны, и я настаиваю на том, что это важные штуки. Там видны, при том, что эти отрасли работают с высокой степенью загрузки мощностей, динамика их начинает замедляться, восстановительного роста. Там по-прежнему минус, но восстановительный рост замедляться. Что, вероятнее всего, означает, что они начинают натыкаться в возможность
легкого увеличения выпуска и продаж на российский рынок. То есть, грубо говоря, что можно было задействовать, все сейчас работает с колес, и как бы дальше увеличение потребует вложений в инвестиции, то есть создания новых мощностей. Понятно, что под это они как раз рассчитывают. Войсковый заказ. И плюс вот эти вот 12, которых будет еще 10 финансируемых Россией импортозамещающих проектов, про которых они уже отчитываются. Так вот, какие отрасли страдают? Те, которым особо некуда... Значит, которые в России не сильно нужны, и которые потеряли возможность экспорта с закрытием направления. Это главным образом химпром. Как бы ты сам это своими, значит, руками и глазами видел. Вот. Деревообработка – та же самая история. Транспортная отрасль по-прежнему в минусе. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экспорт и импорт работают с ценовыми главным образом изменениями, а в физическом выражении, сколько ты грузов перевозишь в весе, оно по-прежнему в минусе. То есть, как бы серьезного восстановления и переориентировки потоков, то есть все еще, что бы ни говорили власти, они постоянно отчитываются о том, как мы, наконец, все, значит, это компенсировали. До конца этот вопрос по-прежнему не решен. То есть, то, что они смогли сделать, они сделали. А дальше, значит... В плане обхода санкций и переориентации на другие рынки. Совершенно верно, да, это раз. Не вельми отрымливается. Да. Моя гипотеза, то, что можно было легко собрать, переориентировать, увеличить продажу того, что ты выпускаешь, да, там, загрузить мощности того же машиностроения там, и пищевой отрасли и направить это в Россию. То есть все, что легкого они сделали, после этого видно, что начинаются сложности. Уважаемые сетезрители и сетеслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Так вот, значит, где действительно интересная начинает появляться динамика? Как раз-таки инвестиции в январе резко выросли. Соответственно, что это? Это либо средства предприятий, это может быть, хотя не уверен до конца, это может быть уже начинают работать вот эти деньги, пришедшие из России по, как они говорят, уже по некоторым проектам, и ребята из Минпрома, там сейчас было много выступлений, был и министр промышленности, и были и замминистра промышленности, и был Червяков много говорил про инвестиции, там у него было такое большое программное интервью там, с Совбелки, о том, что по этим проектам уже некоторые деньги пришли, и мы даже уже закупаемся. Это один момент. А второй момент, когда ему говорят, хорошо, а вот с инвестициями там же как бы, все же было плохо, там, да? Он говорит, да, раньше было все плохо, а сейчас, вот сейчас будет хорошо. Мы же там улучшаем инвестиционный климат. Мы же там инвестиционный кодекс там сейчас меняем, мы там инвесторам обещаем там и компенсационную поправку, там, значит, обязательства не ухудшения условий, с которыми он пришел, там, и так далее. И мне хочется сказать, вообще, в каком мире он живет? О каком улучшении инвестиционного климата можно говорить, когда иностранный инвестор находится в ситуации, как бы классно, что эти дураки к нам пришли и деньги вложили. Мы же не дадим им выйти запретом на продажу или там запретом на вывоз капитала. А если они решат перестать работать, так мы вообще отберем у них все эти активы в доход казино, да? Или еще более, это, я считаю, это просто гениально, это какое-то совершенно новое изобретение. А если еще и окажется, что вы при этом все-таки зарабатываете на нашем рынке, то мы найдем креативный способ, как эту прибыль отнять. Вот как пытался, значит, концерн «Новый» выходить из уставного капитала из Лидского пива. Потом выяснилось, что это сделать невозможно. И там получилось так, что примерно, значит, 35, кажется, миллионов рублей они заработали. Около 12 миллионов долларов. И им тут же насчитали штраф примерно в эту же величину. 33 там где-то с небольшим, да. То есть супер, да, идея. Так. И вот тебе инвестиционный климат, да? Да, я процитирую просто этого Червякова. Частные инвесторы готовы продолжать сотрудничать с Беларусью. Другое дело, что этот процесс теперь по известным причинам стал менее публичным. И дальше. Тренд нашей эпохи, оказывается, это уход бизнеса от публичности, поэтому дело движется, но без широкой огласки. Человек прямым текстом говорит о том, что если это не речь вот этих дискриминационных мер и не оставшиеся средства, которых невозможно вывести и невозможно вывести капиталы, то остальные инвестиции – это те, которые стали по известным причинам менее публичными. Либо это все-таки деньги, которые идут
через банковскую систему, в силу того, что ликвидность там высокая, в силу того, что процентные ставки падают, и на этом напрямую, значит, нацелена сейчас работа Национального банка. Они же сейчас провели свое новое заседание, где отметили, что она с 1 марта снижается еще на 0,5% пункта, от 11,5 до 11 годовых. Вот. И снова тот же самый стейтмент. Вот второй раз подряд такой же загадочный стейтмент, суть которого заключается в том, что да, у нас инфляция упала, ну, в смысле, по тенденции, как бы та, которая была, а на ту, которая будет вперед, мы как бы не смотрим. Мы смотрим на то, что она уменьшилась. И по динамике, говорят они, сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем, это повторение практически один в один, утверждение о том, что вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. И одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции. Во-первых, тут с самого начала лукавство еще более простое. Сейчас нет динамики замедления инфляции, если ее не считать к прошлому периоду. Инфляция, если считать помесячно, она ускоряется. И вот последний месяц 0,8%, ну, как бы на 12 посчитай, это едва-едва в однозначные цифры мы попадаем по году. Это немало на самом-то деле. А с учетом того, что идет ускорение, даже вопреки действующим ограничениям на рост, это довольно тревожная штука. Еще раз говорю, представьте, что было бы, если бы руками не держали. И к вопросу о динамике ликвидной составляющей денежной массы. Там тоже ведь рекордные вещи. То есть, если сравнивать январь к январю, но не по датам на первое там, число там, февраля, а среднее за месяц, там, значит, то рост наличности в обороте 47% за год, на минуточку. Это рекорд за почти 8 лет. Это физичные наявки, ці так само? Да, это именно наличность. Есть еще агрегат М1, который переводные депозиты, то, что мы считаем деньгами, ну, то, что на карточках, грубо говоря, зарплатные проекты, и ты все равно их тратишь как вполне что наличные деньги, конечно. Там 45%, но это тоже почти то же самое. Это тоже рекорд за почти 8 лет. Это гигантская величина, на самом деле. Не говоря уже о том, что доля, вот они же говорят про долю, не просто сам ее рост, да? Доля вот этих самых быстрых денег, а именно вот этого денежного агрегата М1 в рублевой денежной массе уже 58%. Это тоже рекорд за 8 примерно лет. Так что это значит? Надруковали гроши? У меня практически нет сомнений, что да. Судя по динамике структуре денежной массы, там есть руками созданные деньги. Ну і плюс, як ти казав в минулих передачах, що у нас відбувається, коли людям видають явно незаслуженное повышение заработку. Смотри, ведь когда мы говорим о вот этом вот ажиотажном спросе во время потрясений на потребительском рынке или валютном рынке, да, то есть что люди делают? Они либо бегут за долларами, ну, если есть возможность их купить. Помнишь же, там же была проблема как раз в банках поначалу. Либо конвертируют через товары. И то, что ситуация, как я уже говорил, она поменялась в прошлом году. Население из нетто-продавца валюты, это был длительный довольно период, значит, снова стало покупателем. Понятно, что это снова люди хеджируются, да, но динамика последнего месяца, может быть, даже 2 последних месяцев, скорее всего, говорит о том, несмотря на рост зарплат, который идет более быстрыми темпами, чем темпы роста покупки валюты, да, говорит о том, что... А вот, кстати, о чем это говорит, я чуть позже скажу. Значит, это с одной стороны. И второй момент – это динамика розничного товарооборота с динамикой зарплат. При том, что зарплаты в номинальном выражении продолжают расти, в номинальном же выражении розничный товарооборот довольно серьезно отстает. То есть, смотри теперь, о чем я говорю. Зарплаты растут, но при этом эффекты, которые были бы, если бы у тебя доходы у населения вырастают в реальном выражении, увеличение покупки розничных товаров или покупки или иностранной валюты, они замедляются. То есть они растут, но замедляются. И это может быть основанием говорить, что, несмотря на темпы роста зарплаты, темп роста располагаемых доходов отстает от них. Может быть, даже уменьшается. Рост средних зарплат, а он же, смотри, как считается. Он же считается по среднесписочной занятости. Правильно? То есть фонд оплаты труда поделен на среднесписочную занятость. Все, вот тебе средняя зарплата.
А динамика покупки валюты и розничных продаж определяется не средней зарплатой, а совокупными доходами работников экономики. А их число сокращается. Это миграция. Сокращение занятости. Даже при сокращении безработицы сокращение занятости. Отъезд. И вероятнее всего отъезд наиболее высокооплачиваемых категорий населения. Особенно хорошо это видно в IT. Минус 13% там добавленная стоимость год к году в IT. И, соответственно, это дало примерно 0,8% пункта в минус вклада в ВВП. То есть вместо 5 было бы где-то 4,2, например. Это на минуточку столько же, сколько сейчас дает ВВП 0,8%, примерно столько же вклад отрицательной обрабатывающей промышленности. И это говорит о том, что миграция начинает всерьез сказываться уже не на микроуровне, а на макроуровне, на динамику вот этих вот агрегированных показателей, на динамику розничного товарооборота, на валютный рынок и так далее, и так далее. То есть просто доходы растут, но они растут для меньшего числа физических людей, их просто меньше становится. Соответственно, денег, которые на руках у населения, то есть либо их меньше, либо их просто, они меньшими темпами оказываются в экономике. И это автоматически снова означает то, еще раз говорю, что мы сейчас подходим к довольно интересному моменту, когда уже проявившиеся негативные тенденции вот этого ценового ограничения. Уже сейчас это вызывает такие проблемы, которые требуют создания вот этих трехсторонних комиссий. И именно этим, я думаю, вот сейчас вызвана вот эта ситуация с необходимостью вот договариваться с всем отраслям. Больше того, я встретил такое мнение, с которым я пока еще не до конца согласен, но человек, видимо, все-таки знает, что говорит. Речь идет о том, что вот эти вот снижения процентных ставок, которые обещают для бизнеса трансформироваться в снижение стоимости кредитов для них и доступности кредитов, это такая часть, сделки с бизнесом со стороны государства. Да, мы знаем, что мы делаем плохо, мы не можем пока по тем или иным причинам, главным образом политическим, ослабить эти ценовые ограничения, то есть изменить механизм работы. И вместо решения, давайте устраним источник проблемы, ослабить контроль за ценами, если верить гипотезе, про которую я говорил. Им предлагается паллиативное решение. Давайте мы это трогать не будем, но мы вам какую-то другую конфетку, подачку бросим. В виде понижения стоимости кредитов. Нацбанк за это ответит. Он знает, как повлиять на банки. Іншими словами, вони, кошти стримлюють, бізнес каже, так ми, зараз розрядимося. У нас не хватает, у нас нет проблема с рентабельностью. Они говорят, мы вам кредиты сделаем дешевле. Так, заробіть не дамо, але можемо позичити. Вони позичаються, але від цього отримується... Еще хуже будет с их рентабельностью. Ще горше з коштами, ще слабіший рубель, ще більше тиск буде, ще більше буде потреба у їх обмежування. Да. Хитро. Плюс сюда же, еще раз говорю, я практически уверен в этом, что есть вот то, что называется, как это метким словом Лукашенко назвал, подпечатываем. И мы понимаем, что такое означает подпечатываем, понимаешь? Внимание, то есть вопрос в чем? Они пытаются ответить на возникшие дисбалансы и проблемы, возникшие благодаря этим дисбалансам у отдельных секторов экономики, путем подачки, которая только увеличит эти дисбалансы. Потому что это количество, это созданные из воздуха деньги, хотя бы частично, которые приведут к тому, что давление между настоящими ценами, которые должны быть, и теми, которые установлены административно, будет еще сильнее. И вопрос в том, что, а как долго вы можете это делать? Как долго вы можете пожар заливать бензином? Вы же не лечите проблему. Вы делаете легче для буквально нескольких отраслей, но вы в целом ухудшаете ситуацию в макро. И, собственно говоря, снова усугубляете ту проблему, по которой мы пришли, для того, чтобы получить вот эту вот медицину, лечение, которое только в конечном счете делает организму хуже. Карацей, усё трывожненька, але будзем сачыць, як гэтыя працэсы будуць развівацца ў бліжэйшыя месяцы. Гэта была перадача «Чала экономика». А чтобы не пропустить ее новый выпуск, следите за YouTube и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. З вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.